Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте. Расходы на трансграничную транспортировку газа в ЕС с 2021 года по настоящий момент выросли в среднем на 40%, что в 2 раза превышает темпы инфляции. Данные из отчета Агентства Европейского Союза по сотрудничеству регулирующих органов энергетики Acer. Acer предполагает, что грядет дальнейшее повышение. Александр, а что это у них за такое повышение транспортных расходов? Неужто логистика поменялась? И сколько вот платить приходится дорогим европейским потребителям? Но если говорить о причинах произошедшего, во-первых, конечно, 40% роста, которые в 2 раза превышают темпы инфляции, уже заставляет немножко задуматься про темпы инфляции в Европейском Союзе. И задать вопрос, а что случилось? Что-то произошло? Что-то не так? У вас же все было хорошо. Или не все? Так вот, 40% роста связаны с несколькими обстоятельствами. У самого агентства деление будет отличаться от того, что я сейчас буду излагать. Но, на мой взгляд, м, та классификация причин, которые использует агентство, несколько нелогичная. Поэтому, если позволите, я вот в авторской интерпретации буду вам эти причины излагать. Итак, причина первая. Потребление газа в Евросоюзе сократилось более чем на четверть с 2021 года по настоящий момент. То есть это не мы на этом канале придумываем про сокращение спроса на газ в Европейском Союзе. Это не коварные РИА Новости выкладывают такого рода безобразие. Это, пожалуйста, вот Эсер, вот это агентство профильное, государственное агентство рассказывает об этом обстоятельстве не просто в вакууме, не просто вот смотрите, у нас тут потребление сократилось. Оно говорит об этом обстоятельстве в контексте роста затрат на транспортировку. Да, разумеется, в первую очередь речь идет про рост затрат на трансграничную прокачку, но это нужно понимать как прокачку в рамках Евросоюза с учетом специфики пересечения границ. Это тоже мы коснемся в будущем. Но при чем тут вот это сокращение на 25%? Ну, казалось бы, ну сократилось и сократилось. Дальше-то что? А затраты на содержание электросетевого хозяйства изменились за прошедшее время? Да, изменились. Они выросли. Ну, потому что ряд платежей, связанных с энергоносителями, выросли. Ну, зарплаты, кстати, тоже подросли. Все-таки там какая-то индексация происходит. То есть ваши постоянные расходы в лучшем случае не изменились, а в худшем случае увеличились. А при этом работа, которую вы совершаете, сократилась. И ваш доход снизился, потому что чем меньше вы газа прокачиваете, тем меньше денег вы получаете. Как-то так вот получается. Притом понятно, что ситуация в разных регионах Европейского Союза будет отличаться. Где-то этот фактор в большей степени будет сказываться. То есть, ну, можно будет считать сокращение не на 25%, а больше. Но в среднем по Евросоюзу сокращение на 25%. Это правда. То есть в 2021 году Европейский Союз потреблял порядка 415 миллиардов кубических метров газа. В текущем году это будет уже, ну, где-то 330 миллиардов кубических метров. Это только Евросоюз. А там в целом еще и Великобритания как-то так, знаете, присоседивается. И вместе с ней будет еще больше. Будет сокращение еще большее. Ну вот. Притом, да, когда мы говорим про 330, это я даю позитивный прогноз. Может быть, меньше. То есть к текущему моменту, опять же, по оценке Acer, по сравнению с 2021 годом сокращение на 25%. Ну вот у них так получается. Что ж. Самое интересное, самое интересное, что мы ведь неоднократно с вами видели заявление о том, что, ну, вот сократился спрос. Ну и что? Во-первых, это планомерное действие, то есть это не просто так, это европейские власти сказали сократить потребление газа, и вот европейцы сократили потребление газа, это если вы читаете европейскую прессу, там как-то так двигают, либо
Если вы читаете нашу прессу, излагающую мнение Блумберга, то это звучит так. Европа отказалась от российского газа, и вот поэтому вот сокращение поставок произошло. Что самое интересное, Эйсер тоже упоминает вот как-то так вскользь этот момент. А, но тут вот какая незадача. Чтобы отказаться от чего-то, точнее как, термин «отказ от чего-то» подразумевает, ну в данной ситуации, если мы говорим про энергоносители, что вы это что-то заместили. То есть вы не просто прекратили потреблять, а вы прекратили потреблять газ конкретно вот этих людей и стали потреблять какой-то другой газ. Поясню. Не очевидно, понимаю, поясню. Если вы говорите, что отказались от потребления российского газа, то значит это было нацелено конкретно на российский газ. Не газ вообще, а конкретно российский. И у меня вопрос. А вместо российского газа что пришло? Ну, то есть, если мы видим сокращение минимум на 85 миллиардов кубических метров в текущем году относительно 2021 года, а может быть даже больше, то вот эти 85 миллиардов должны были остаться. Они должны были откуда-то прийти. Но нет, это в принципе сокращение спроса на газ. Просто в силу политических причин вы не говорите, ребят, у нас падает потребление, у нас падает потребление, потому что люди экономят. Но это-то ладно. И у нас падает потребление, потому что промышленность начинает снижать потребление. Нет, так говорить не надо. Надо сказать что-нибудь вроде «мы снизили зависимость от российского газа». Ну и параллельно с этим у нас инфляция выросла, у нас кризис промышленности, у нас снижение инвестиционной привлекательности, у нас проекты ранее обозначенные начинают отменять либо переносить вправо, какие-то проекты начинают пересматривать опять же в сторону понижения. Это не важно, это просто наша плата за свободу. Как-то так вот Порошенко про российский газ говорил. Мне кажется, Урсуле фон дер Ляйен надо взять этот тезис на вооружение. Хотя, возможно, она им уже пользуется. Что-то такое она уже высказывала. Итак, сокращение работы, которую вы совершаете, еще раз, 25% это из отчета. Сокращение работы, которую вы совершаете при сохранении ваших постоянных затрат ведет к тому, что, ну, да, вот понимаете, расходы-то ваши немножечко. Надо как-то их компенсировать. Компенсировать приходится за счет того, что вы повышаете платежи. Далее. Сократился не просто объем прокачки, а сократился объем прокачки по долгосрочным контрактам. То есть у вас есть долгосрочные соглашения, которые позволяют и планировать заранее объемы. За счет вот этой запланированности объемов вы можете получать меньше денег за каждую 1000 кубических метров прокачанную, но за счет того, что эти объемы вам гарантированы, и вы понимаете, что вот эти там 50 миллиардов кубов точно пройдут через вашу газотранспортную систему, вы можете предоставить небольшую скидку. Просто за счет того, что это огромный объем. Ну, то есть оптовик приходит и говорит, заверните. И вы заворачиваете. А так как оптовик исчез по ряду причин, то получается что? Что растет количество краткосрочных сделок. А краткосрочные сделки, как это ни удивительно, они дороже. Что самое интересное, ведь вся эта система с 2009 года выстраивалась в Европейском Союзе, чтобы снизить расходы. Чтобы снизить расходы на транспортировку, чтобы снизить расходы на газ. И когда говорили, ребят, алло, эта архитектура рынка, она неустойчивая. Она неустойчивая априори, то есть вы неизбежно столкнетесь с кризисом. От этого отмахивались и говорили, какой кризис, вы о чем, ребят? У нас все по уму, биржевая торговля, люди толкаются локтями, предлагают самые выгодные условия, и за счет этого никакой монополизации, а так как нету монополии, так как масса частных мелких компаний конкурируют друг с другом, то что будет происходить с расценками? Они будут падать. Мне вот интересно посмотреть статистику Acer за 2009-2010 года, стоимость прокачки, и сравнить с тем, что есть сейчас. Сделать поправку на инфляцию, надо будет что-то такое сделать. Надо будет что-то такое сделать и выложить результаты. Мы даже сделаем поправку на инфляцию. То есть, ну, учтем, что вот в тех евро сейчас столько-то евро. И получается, ну, посмотрим, что получится, дорогие друзья.
Мне почему-то кажется, что расходы выросли, потому что за счет чего происходило вот этот переход на эффективную рыночную модель? За счет дробления компаний. То есть у вас была вертикально интегрированная компания, в которой была добыча, транспортировка. Вы говорите, нет, погодите, добычу от транспортировки надо отделить. Ведь это же монополизация. А монополизация это что? Это сразу рост цен. Правда, что ли? А сейчас что? Почему цены растут? Ах, да, злая Россия, наверное, да? Так вот, то есть если у вас растет доля вот этих краткосрочных соглашений, если у вас нет гарантий, как у компании, которая владеет, оперирует газотранспортной сетью, нету гарантий прокачки, то есть нету гарантий дохода, который у вас будет, который необходимо пускать в первую очередь на удовлетворение текущих потребностей. То есть это и зарплата, это и ремонт, это оплата энергоносителей, там вода, газ, электричество и прочее, прочее, прочее. Ну вот, то вы будете вынуждены, и вы, если вынуждены переключаться на краткосрочные сделки, то вы априори будете пытаться максимизировать свою прибыль за счет того, что по этим сделкам вы будете на единицу товара выставлять большую сумму на оплату. Это сложная мысль, я понимаю. Да, также, значит, ссылаются на инвестиции в новую инфраструктуру. Жаль, не уточняют, где конкретно эта новая инфраструктура была построена. Я так подозреваю, что подразумевались вот эти СПГ-терминалы, которые пригнали. То есть их не строили, по большому счету. Это плавучие терминалы, которые были арендованы, их пригнали. К ним были построены трубопроводы. Там не очень... вот это вынесено у агентства в отдельный пункт. Я не согласен с тем, что это надо выносить в отдельный пункт, потому что это априори, опять же, не очень большие затраты, там не было масштабных строек. Там Северный поток новый никто не строил, наоборот, старый ломали. Вот. А то, что строили, даже чисто теоретически, это настолько незначительные суммы, что просто не смешно. Резюмируем, дорогие друзья. Затраты выросли. Объемы поставляемого газа сократились. Платежи на каждую 1000 кубов увеличились как за счет перераспределения из долгосрочного сегмента в краткосрочный, так и за счет появления новых платежей. Ну и там инфраструктура какая-то создается. И вот тут я, завершая этот рассказ, хотел бы чуть больше внимания заакцентировать на инфраструктуре. То есть, если вы строите новую инфраструктуру, это закладывается в тарифы, да? Это приводит к росту затрат, как интересно. А вот тут руководство Германии собирается 19 миллиардов евро потратить на водородопроводы и на адаптацию существующей газотранспортной системы к прокачке водорода, либо в чистом виде, либо в виде смесей. Ну, это не то, что они это сделают, но они собираются. Внимание, вопрос. Кто заплатит за это мероприятие? И второй вопрос. Вы, говорят, отказываетесь от ископаемого топлива, да? То есть постепенно потребление газа будет все меньше, меньше, меньше и меньше. Да? Вопрос следующий. Сколько будет стоить прокачка последней 1000 кубических метров газа, если у вас сокращение на 25% привело к росту прокачки, стоимости прокачки на 40%? На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляет, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех доступных площадках. Спасибо, до новых встреч. Да, ну и на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» тоже подписывайтесь. И на телеграм-канал «Инфотек». Вот, на сегодня все. Всего хорошего, до свидания.